Безумный камбэк Ман Юнайтед. Рафаэль Варан решил уйти из МЮ. Хвича заинтересовал топ-клубы. Ювентус хочет забрать полузащитника Реала. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Центральный защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан решил покинуть манкунианцев, сообщает L'Équipe. По их данным, француз принял решение продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Это связано с тем, что Варан решил изменить обстановку из-за того, что недоволен количеством своего игрового времени. Француз в этом сезоне провел 14 матчей за Юнайтед и забил 1 гол. Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри заблокировал сделку по трансферу полузащитника Ман-Сити Калвина Филлипса. По информации о Sky Sport Italia, наставник старой сеньоры не хочет видеть англичанина в своей команде. Ранее Ювентус хотел арендовать Филлипса на полгода с последующим правом выкупа. Тем не менее, теперь сделка выглядит маловероятной. К Филлипсу проявляли интерес клубы из английской премьер-лиги. Полузащитник был связан с трансфером в Ньюкасл, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Также, по информации Tribal Football, Ювентус хочет заполучить в свои ряды немецкого хавбека мадридского Реала Тони Кросса. Руководство старой сеньоры планирует оформить сделку в январское трансферное окно. Срок действующего контракта Тони с клубом истекает летом 24-го, а его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро. Архитекторы призвали снести Олд Траффорд. Архитекторы, отвечающие за проект реконструкции стадиона, призвали нового акционера Джима Рэдклиффа и глейзеров снести устаревший Олд Траффорд и построить инновационный и захватывающий новый стадион. Планы по капитальному ремонту и расширению Олд Траффорд или по строительству нового стадиона находятся в подвешенном состоянии уже больше года. Рэдклифф пообещал выделить 237 миллионов фунтов на нужды инфраструктуры Олд Траффорд, в дополнение к сделке в 1 миллиард фунтов, согласно которой основатель Ineos получит 25% акций клуба. Источники, близкие к Рэдклиффу, сообщили The Telegraph, что необходимо будет провести очень детальное исследование того, что нужно сделать на Олд Траффорд, и что британский миллиардер признал, стадион потребует гораздо больших инвестиций в будущем. В апреле прошлого года для разработки генерального плана реконструкции стадиона была назначена команда во главе с Populous, глобальной архитектурной дизайнерской фирмой, стоящей за новым стадионом Тоттенхэма. В настоящее время обсуждаются 3 варианта: небольшой проект реконструкции, расширение южной трибуны и полная реконструкция, и строительство нового стадиона. Крис Ли, исполнительный директор Populous, сказал, что в клубе есть понимание того, что нужно что-то делать, но предупредил, что бездействие не лучший вариант, поскольку Олд Траффорд устарел и клуб рискует потерять позиции на фоне соперников без ключевых обновлений. Ли считает, что МЮ должен всерьез подумать о том, чтобы снести Олд Траффорд и построить лучший в мире стадион на прилегающей территории. Подсчитано, что реконструкция и расширение Олд Траффорд обойдется более чем в 800 миллионов фунтов, а весь проект займет 8 лет. Новый стадион может стоить до 2 миллиардов фунтов. Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби может возглавить Милан. Нынешний главный тренер Стефано Пиоли может быть уволен, и на его место рассматривают кандидатуру 44-летнего итальянского специалиста. Также в услугах Де Дзерби заинтересованы неназванные арабские клубы. Де Дзерби возглавил Брайтон в сентябре 22-го. Под его руководством «Чайки» заняли 6-е место в АПЛ и впервые в истории клуба вышли в Еврокубке. Его контракт с клубом рассчитан до лета 26-го. ПСЖ договорился с Коринтиансом о трансфере полузащитника Габриэля Маскарда. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане уже закрыли сделку по трансферу таланта. Источник сообщает, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро. При этом Коринтианс в будущем может получить еще 2 миллиона в виде бонусов. Маскардо отправится в Париж в тот момент, как только клубы закончат всю бумажную работу. Игрок был интересен и другим европейским топ-клубам. В гонке за футболистом участвовали лондонский Челси и каталонская Барселона. Тем не менее, ПСЖ смог обойти конкурентов и быстро оформить трансфер.
Интер намерен приобрести вингера Брюгге Тайона Бьюкинена. Миланцы ведут переговоры с бельгийским клубом о переходе игрока сборной Канады во время зимнего трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Итальянский клуб рассматривает Бьюкинена как замену Хуану Куадрада, выбывшему на 3 месяца после операции на ахилловом сухожилии. Эвертон повесил ценник на своего опорного полузащитника Амаду Онана, который проводит второй сезон в АПЛ. По информации The Athletic, ириски будут требовать за бельгийского футболиста более 70 миллионов евро. Источник сообщает, что команда Шона Дайча намерена продать Онана заметно дороже, чем Саутгемптон продал Ромео Лавию в лондонский Челси. Напомню, что игрок обошелся пенсионерам в 62 миллиона евро. Джесси Лингард может продолжить карьеру во Франции. 31-летнего экс-игрока Манчестер Юнайтед предложили Лилю и еще 2 клубам из верхней части таблицы Лиги 1, сообщает Foot Mercato. В октябре у Лингарда сорвался контракт с Аль-Итифаком, поскольку саудовцы уже исчерпали лимит на легионеров. Последним клубом полузащитника был Ноттингем Форест, который он покинул по окончании прошлого сезона. Хвичу Кварацхелию хотят подписать 4 команды английской премьер-лиги и французский ПСЖ, сообщает журналист Экрем Канур. По его информации, кроме парижан, грузинам интересуются лондонский Арсенал, МЮ, Челси и Ливерпуль. В нынешнем сезоне Хвича провел за неаполитанцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. На данный момент его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро. Аль-Наср обыграл Аль-Иттихад в гостевом матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча состоялась в Джиде и завершилась со счетом 5-2 в пользу Аль-Насра. В составе победителей по дублю оформили Криштиану Роналду, который реализовал 2 пенальти, и Садио Мане. Еще один мяч забил Андерсон Талиска. У хозяев дважды отличился Абдеразак Хамдалла. Роналду благодаря дублю в этой встрече вышел в лидеры списка бомбардиров 23-го года в мире. В матче 19-го тура АПЛ встречались Манчестер Юнайтед и Астон Вилла. Команды играли на стадионе Олд Траффорд. На 21-й минуте Джон МакГinn прямым ударом со штрафного открыл счет. На 26-й минуте после подачи углового Ден Донкер удвоил преимущество Астон Виллы. На 59-й минуте после прострела от Маркуса Решфорда Гарначо сократил отставание. На 71-й все тот же Гарначо воспользовался удачным отскоком, сделав счет 2-2. На 82-й минуте с углового отличился Расмус Хёйлунд. Этот гол и стал последним в матче. Итоговый счет встречи 3-2 в пользу МЮ. На данный момент Манчестер Юнайтед располагается на 6-м месте, имея в своем активе 31 очко. А Астон Вилла находится на 3-й строчке с 39 очками.